Привет, друзья! Когда политические ошибки прошлого скрываются в Германии, это может обернуться повторением катастроф в будущем. И сегодня в анализе вы узнаете, какую катастрофическую роль сыграла Ангела Меркель в газовой зависимости Германии, чтобы понять, как защитить страну от подобных провалов снова. Роль Ангелы Меркель в сделке по Северному потоку была гораздо активнее, чем считалось ранее. Это подтверждают новые журналистские расследования. Теперь партия Зеленых стремится пролить еще больше света на темные стороны прошлого и требует создания парламентского следственного комитета, который будет расследовать страшные деяния бывшего правительства Германии. По мнению представителей партии, только такой шаг позволит извлечь уроки из допущенных в прошлом ошибок, чтобы в будущем избежать подобных катастроф. После появления новых фактов, которые касаются политики Ангелы Меркель, этот новый комитет займется расследованием ее одобрения продажи немецких газохранилищ российскому энергетическому гиганту «Газпрому», а также ее скрытой поддержки амбициозного проекта газопровода «Северный поток-2». Как отметил в интервью представитель партии «Зеленых» Феликс Банасак, без серьезного и всестороннего парламентского расследования так и не удастся окончательно ответить на все до сих пор остающиеся открытыми вопросы. Он подчеркнул, цитата, «Мои запросы в канцелярию и в Министерство финансов были крайне поверхностно, неудовлетворительно и, как очевидно, неполно освещены. Согласно материалам, собранным журналистами в 2015 году, несмотря на внутренние предупреждения, федеральный канцлер Ангела Меркель не воспрепятствовала продаже ключевых немецких газохранилищ российской государственной корпорации «Газпром». Эти сведения были получены из внутренних документов канцелярии канцлера. В этих документах также четко прослеживается, как Ангела Меркель действовала за кулисами, активно содействуя продвижению Северного потока-2. Глава «Зеленых» Феликс Банасак также заявил, цитата, «Тот факт, что только благодаря углубленным расследованиям появился хоть какой-то свет на участие Ангелы Меркель в проекте «Северный поток-2», говорит о двух вещах. Во-первых, в хорошо спрятанных архивах до сих пор скрываются важные сведения о политических решениях, а значит и об ответственности за, возможно, самый крупный энергетический, экономический и внешнеполитический ущерб в истории Федеративной Республики Германии. А во-вторых, лица, принимавшие эти решения, а также их ближайшее окружение, по всей видимости, до сих пор не проявили ни желания, ни мужества, чтобы самостоятельно раскрыть правду и обеспечить прозрачность. И именно из-за отсутствия такой прозрачности у парламента и общества отнимается возможность осмыслить допущенные ошибки и сделать правильные выводы на будущее. Политик партии «Зеленых» Михаэль Келлнер, который до смены правительства занимал пост парламентского статс-секретаря в Министерстве экономики и энергетики Германии, сделал громкое заявление. По его словам, вся конструкция, все это тонко сшитое карточное домино вокруг мифа о якобы частной природе проекта «Северный поток» окончательно рухнуло после ознакомления с содержанием документов. Келлнер подчеркнул, цитата, «Ангела Меркель была в курсе всех абсолютно рисков, связанных с проектом, и сознательно их игнорировала. Тем самым она не выполнила свою клятву отводить вред от немецкого государства». Политик отметил, что даже сейчас, спустя годы, влиятельные фигуры немецкой политики продолжают оставаться заложниками своей прежней зависимости от российского газа. Это, по его мнению, подтверждается и недавними попытками спасти компанию Nord Stream 2 от банкротства, которое он назвал странными и вызывающими вопросы. Особую ответственность Келлнер возлагает на нынешнего канцлера, цитата. Фридрих Мерц заявляет, что хочет многое изменить. Если он говорит это всерьез, то первым делом должен приложить усилия по раскрытию правды о действиях своих предшественников в канцелярском ведомстве. Таким образом, Келлнер требует полной прозрачности в отношении решений, принятых при Ангеле Меркель и вокруг всей этой газовой политики того периода. Но не только партия «Зеленых» задается неудобными вопросами. Представитель левой политической силы, специалист по экономическим вопросам Йорг Цезанне также высказался. Он отметил, цитата, «По крайней мере, с нынешней точки зрения, передача газовых хранилищ, имеющих ключевое значение для нашей энергетической безопасности, в руки «Газпрома» была страшной ошибкой».
Согласно документам, еще 2 сентября 2015 года Ангела Меркель была письменно проинформирована, что в связи с участием компании БАС в проекте «Северный поток-2» планируется так называемый обмен активами. Суть сделки заключалась в том, что «Газпром» должен был получить долю в газовой торговле на территории Германии, а дочерняя структура БАС должна была получить долю в газовых месторождениях Западной Сибири. Внимание! Тогда канцлерское ведомство в ответ заявило, что не видит юридических оснований для запрета этой сделки, несмотря на то, что внутри правительства прекрасно понимали ее опасность. Внутренние предупреждения звучали достаточно жестко. Цитата. «Поскольку «Газпром» получит контроль над важными газовыми хранилищами, включая процессы их наполнения и поддержания работоспособности, он станет напрямую ответственным за обеспечение клиентов в Германии». Однако, несмотря на эти предостережения, сделка с подачей Ангелы Меркель все же была доведена до конца. Хотя голосование по Brexit, состоявшееся еще 9 лет назад, и завершилось с минимальным перевесом, его последствия оказались по-настоящему масштабными и долгосрочными. Сегодня при новом премьер-министре Кире Стармере Соединенное Королевство и Европейский Союз предпринимают явные шаги навстречу друг другу. В преддверии важного саммита обе стороны достигли договоренности по нескольким ключевым вопросам, которые в Лондоне уже назвали перенастройкой отношений. Однако очевидно, что подобный разворот курса может прийтись по вкусу далеко не всем в пределах британского королевства. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер официально объявил о достигнутом соглашении с представителями Европейского Союза, подчеркнув, что это важный шаг к оживлению и восстановлению сотрудничества. В своем обращении Стармер отметил, цитата, «Пришло время смотреть вперед, оставить позади старые политические споры и найти прагматичное решение, способное улучшить повседневную жизнь граждан Британии. Это соглашение уже называют самой значительной коррекцией взаимоотношений между Лондоном и Брюсселем с момента официального выхода Великобритании из состава Европейского Союза в январе 2020 года. Среди сфер, которые охватывают новые договоренности, значатся оборона, безопасность, рыболовство и мобильность молодежи. Как заявили представители ЕС, это также откроет возможность британским компаниям участвовать в оборонных проектах Европейского Союза. Для справки сообщу вам, что данный проект соглашения уже был передан на рассмотрение делегаций всех 27 стран-членов Европейского Союза, и по сообщениям из дипломатических кругов они дали свое согласие. Напомню, что прорыв в переговорах был достигнут буквально накануне крупного саммита Европейского Союза и Великобритании, который должен состояться в течение дня. Ожидается участие таких ключевых фигур, как председатель Европейского Совета Антонио Кошта, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, а также сам премьер-министр Кир Стармер, который в прошлом открыто выступал за то, чтобы Великобритания осталась в Европейском Союзе. Интересно то, что соглашение было окончательно все-таки согласовано только сегодня утром после сложных и затяжных ночных переговоров. В центре достигнутой договоренности находится оборонно-безопасный пакт. Он, в частности, может открыть перед британскими предприятиями доступ к масштабным европейским программе по перевооружению, которая оценивается, внимание, в 150 миллиардов евро. Кроме того, Великобритания собирается предоставить доступ к своим рыбным угодьям на 12 лет вперед. Взамен же Лондон рассчитывает на отмену пограничного контроля и снижение бюрократических преград, которые после Brexit стали серьезным препятствием для двусторонней торговли. Также Соединенное Королевство выражает надежду на упрощение и ускоренный доступ к автоматизированным пунктам пропуска в европейских аэропортах. Взамен британская сторона может согласиться на ограниченное участие в программе мобильности для молодежи, а также на возвращение в студенческую программу, от которой страна ранее отказалась. Еще для вас, для справки, в референдум 2016 года, на котором решалась судьба членства Великобритании в Евросоюзе, показала глубокий внутренний разлом в британском обществе. Тогда только небольшое большинство проголосовало за столь радикальный шаг, который привел к затяжному кризису и серьезным экономическим трудностям. Отношения с Брюсселем заметно испортились, а внутри страны сменилось 5 премьер-министров, прежде чем в июле прошлого года к власти пришел
Кир Стармер. Сегодняшние опросы общественного мнения свидетельствуют, что большинство британцев сожалеет о решении выйти из Европейского Союза, однако, несмотря на это, интерес к возвращению в состав Европейского Союза остается невысоким. А теперь давайте обсудим, как вы считаете, кто должен нести ответственность за сокрытие этой информации и поможет ли это Германии не наступить на те же грабли зависимости снова. Подпишитесь и спасибо за просмотр.